Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас с вами самый жуткий в мире праздник. Сегодня у нас День всех святых или Хэллоуин. Да-да, можно начинать писать мне в комментариях, что это не наш праздник, что нечего на нем заморачиваться, это дурацкий праздник, это иноземный праздник. В общем, можно начинать это мне писать, я этот праздник не праздную, но пошалить на этом празднике никто мне не помешает. Итак, сегодня у нас с вами страшный праздник «Страшные ногти». До этого, пока я все это вам рассказывала, я вам показала, что пальчики у этой клиентки очень интересные, очень своеобразные. Если брать ось пальчика в расслабленном состоянии, то пальчик у нас очень ровненький и красивенький. Но как только клиентка хотя бы немножечко напрягает свой пальчик, он у нее выгибается в дугу. И поэтому ногти кажутся, как будто они вверх взлетающие, хотя на самом деле они ровные. Поэтому для этой клиентки приходится делать ногти ниже, чем обычно я всем делаю, для того, чтобы они на ее пальцах смотрелись ровненькими. Итак, сегодня у нас Хэллоуин, сегодня мы будем с вами делать что-то очень зловещее. В качестве зловещего фона для зловещей работы мы с вами выбрали нашу любимую технику растекания. Мы взяли, промазали наш ноготочек моделирующим гелем и в мокрый моделирующий гель черным красным цветом делаем разводы. Перемешиваем кисточкой ровно до той степени, где нам будет достаточно. Если бы нам захотелось чего-нибудь не такого зловещего, можно было бы добавить еще белый оттенок, это было бы светлее, поярче и более нежно. Но черно-красное сочетание — это, конечно же, классика, все привидения ходят только в черном и красном. Далее мы взяли акрилатик. Тот акрилатик, кто жители моего канала знают, этот акрилатик я смешивала для Инны. Он у нас с мелким шиммером и со светящимся в темноте пигментом. Это белый акрилатик, и именно из него мы вылепливаем себе жителя нашего ногтя. В данном случае это будет у нас Василий. Василию будет очень хорошо житься у нас на ногте, поэтому разлепливаем ему выражение лица. Хотели сделать его в стиле Крик, но мы поняли, что Василия совсем тогда перекашивает, и он не очень симпатичный получается. Кстати, выражение лица Василию мы создавали с клиенткой коллективно, как вы видели. Черт, нет! Это было злобное привидение, которое помогало нам создавать скелеты на этом пальце. Оно подходило и показывало, где какие элементы нам нужно добавить. Надеюсь, у меня получается достаточно зловеще, а не смешно, как обычно это получается. Напишите мне в комментариях, достаточно ли зловещий мастер-класс у нас вышел на Хэллоуин. На самом деле, когда мы все это делали, мы веселились до потери сознания. Мы ухахатывались практически, когда у нас рождались эти персонажи. Поэтому веселимся. Хэллоуин для нас это именно вот такой вот повод пошалить, что-то сделать необычное. То, чего вы никогда бы в другое время не сделали. Но вот когда вы еще привидение на ногте слепите, никогда. Вот для этого есть один день в году, когда можно себе это позволить и будет в тему. Поэтому на соседнем пальце пролепливаем доброе привидение с моторчиком. И эти оба персонажа у нас будут обитателями аквариума, поэтому перекрываем их сверху материалом. Следим за тем, чтобы пузыриков было как можно меньше, хотя в принципе, если аквариум, если это толще воды, то у нас там скелет сидит и пускает себе пузыри, тоже вполне логичненько. Остальные ноготки перекрываем просто прозрачным материалом и переходим к опилу. Выпиливаем форму миндаль. Несмотря на то, выпиливается ли наше привидение или не выпиливается. То есть
При создании аквариумных дизайнов, при опиле аквариумных дизайнов в первую очередь форма, а потом уже дизайн. Если где-то ваш дизайн выпиливается, значит туда ему и дорога, значит не нужно было там что-то делать. Либо вы возьмете и сверху уже перед финишем доделаете то, что выпилилось. А если вы не допилите форму, если форма у вас останется слегка искривленная, вот это будет уже большой ошибкой в аквариуме. Поэтому изначально запомните правило: сначала форма, потом дизайн. На остальных пальцах, на которых у нас дизайн сейчас не предусмотрен был, мы будем делать такие же красно-черные разводы. Мы берем финишное покрытие, располагаем его у себя на палетке, добавляем туда черные и красные гель-лаки. Почему добавили прозрачный финиш? Для того, чтобы потом легче просыхали наши полоски. Потому что черный и красный — это довольно-таки пигментированные материалы. И если мы ничего между ними не проложим, то может получиться, что где-то будет толстая капля, которая не просохнет. Итак, сделали себе дорожку, нанесли тоненько жиденький материал на основу нашего ногтя и по этому жидкому материалу распределяем свои разводы. Стараемся сделать так, чтобы у нас получились красивые прожилки, чтобы они у нас красиво собрались, и в то же время, чтобы у нас не натекли какие-то дополнительные капли по периметру ногтя, чтобы этот дизайн не испортил ту архитектуру, которую мы с вами полдня перед этим пилили. Тоненькой кисточкой доводим в районе кутикулы и боковых валиков и убираем излишки материала с боков нашего ноготка. Далее перекрываем наш аквариумный дизайн финишем без остаточной липкости и будем делать на него втирку пигментами. Втирка пигментами в данном случае сделает нам потрясающий эффект. Как будто наши персонажи проглядывают сквозь зеркало. Да? Все видели в фильмах ужасов такой прием, когда вы подходите к зеркалу, а оттуда на вас смотрит какая-то страшилка. Вот у нас получается приблизительно то же самое. Ну и как я говорила, у нас пропилился аквариум в районе кутикулы и боковых валиков, поэтому мы берем черную красочку и прорисовываем себе контур. Во-первых, этот контур изначально был задуман, потому что нужно было подчеркнуть все происходящее, нужно было нашему зеркалу сделать раму, из которой выглядывает наш персонаж. Поэтому то, что аквариум пропилился, я об этом знала, я это предполагала изначально, я знала, что так будет. Поэтому вот это движение кистью решает проблему пропиленного аквариума. Все. При этом форма ногтя у нас не деформирована. При рисовании этой рамочки опять же следим за тем, чтобы не была ровная рамочка по контурам, то есть чтобы не контур возле кутикулы боковых граней был ровный, а чтобы центр, чтобы сам ноготь с этой рамкой смотрелся ровно. Если у вас слегка клешеный ноготок или слегка широкий ноготок, не надо закрашивать ему все боковушечки этим черным. Не
Не надо, потому что у вас дополнительно разъедется ноготь в ширину. Оставьте там незакрашенный ноготь. Это не страшно, это не смертельно опасно. От этого мир у нас не перевернется, хоть и Хэллоуин. Неважно, сделайте красивую ровную рамочку, чтобы после рисования этой рамочки ноготь ваш выглядел ровненьким. Ну и, конечно же, перекрываем все финишным покрытием. Наш дизайн готов. Получилось. Очень страшно, наверное, получилось. Напишите нам в комментариях, как получилось-то. Моя же клиентка на эти ногти не может нарадоваться. Они получились очень веселые, очень симпатичные, потрясающе смешные, еще и светящиеся в темноте, как мы с вами об этом говорили изначально. Так что вот такие вот приколюхи у нас получились. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам сегодня было интересно, полезно. Вы для себя узнали что-то новенькое. Мы же с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!